Всем привет, меня зовут Стас, и сегодня у меня для вас подарок. Я представляю вам Stable Houdini. Это набор ассетов, toolset для работы со Stable Diffusion из Houdini, который я последние 4 месяца разрабатывал для компании VR Systems. Мы здесь используем его для реальных проектов, для всяких генеративных нейронных штук, и если вам такое интересно, то все ссылки, конечно же, в описании. Но самое главное, что EVR Systems, мои работодатели, разрешили абсолютно бесплатно раздать этот набор ассетов. Мне кажется, это очень круто. Если вы не знаете, что такое Stable Diffusion, то это, по сути, нейросеть для генерации изображений по текстовому запросу. И с ее помощью вы можете генерировать изображение прямо у себя на компьютере. Для этого вам понадобится видеокарта NVIDIA с оперативной памятью где-то от 6 гигабайт, лучше 8 и выше. В чем главная фишка Stable Houdini? В том, что он работает с помощью Automatic 11.11, который на сегодняшний день является практически стандартным веб-UI для Stable Diffusion. Если вы интересуетесь нейросетями, наверняка вы про него слышали. И мой набор ассетов Houdini использует все основные фичи автоматика, то есть вам не нужно будет думать о том, что у вас что-то не хватает, там будет и CTRL-NET, и все остальное. Первое, что вам нужно будет сделать, это установить Automatic 11.11. Я не буду долго на этом останавливаться, потому что уже, в принципе, в сети достаточно много об этом информации. Если вы совсем новичок, то я вас пошлю в наш телеграм-канал, который называется Dreams and Robots. Это новый канал, который полностью посвящен нейросетям, и там с самого начала все первые посты просто посвящены установке автоматика, как с ним работать, где качать модели, какие там есть настройки и так далее. Все для новичков. Сразу хочу уточнить, что для установки автоматика вам потребуется, минимум, наверное, 100 гигабайт свободного места, а то и больше, при использовании CTRL-NET, потому что модели, чекпоинты, которые вы используете, и чекпоинты CTRL-NET будут занимать достаточно много места. И крайне желательно ставить его на SSD, да, потому что, опять-таки, модели большие, и чтобы ускорить работу, лучше, чтобы они загружались быстрее. Итак, вы установили автоматик, у вас на диске появилась куча всего, вам нужно найти BAT файл или SH файл, в зависимости от того, какой операционной системой вы пользуетесь, и вам необходим BAT файл, который называется WebUI User. Здесь вам необходимо будет поставить один важный ключ. Для этого вам необходимо открыть этот файл с помощью блокнота. Он будет выглядеть примерно вот так. У вас есть различные переменные системы, в которых вы можете что-то указать, и самое главное, что вам нужно знать, это Command Line Args. И сюда вам необходимо поставить следующие ключи. --API. Это очень важный ключ, без которого все ассеты в Houdini работать не будут. Ну и также --sim равно dark. Это тоже очень важно, чтобы сберечь ваши глазки. И когда вы это сделали, вы 2 раза щелкаете по WebUI User, и у вас запускается автоматик уже с теми аргументами, которые вы в нем установили. Это может занять какое-то время, вам нужно просто потерпеть. И когда у вас появилась вот такая надпись To create a public link set share or true, значит, что у вас ваш сервер запустился, и вы можете запустить автоматик прямо в вашем браузере. Для этого вам необходимо ввести туда вот эту строку. 127.0.0.1, двоеточие 7860. 7860 это порт. В зависимости от того, какие веб-серверы у вас уже запущены, он может меняться. Соответственно, вам необходимо ввести строку, которая была показана в консоли. Если у вас открывается автоматик таким образом, значит, все в порядке. Появился веб-интерфейс, давайте проверим. Запишем в промпте фото of a cat и запустим нашу генерацию, просто чтобы убедиться, что все работает. Прогресс генерации вы можете увидеть в консоли, и, как вы видите, да, у нас генерировался котик. Все отлично. Кстати говоря, важный момент, почаще заглядывайте в консоль. При первом использовании каких-то фич у вас могут начать скачиваться модели, которые могут весить там гигабайт или типа того, и это просто занимает какое-то время. И вот прогресс вот этого скачивания будет показан в консоли, и, соответственно, вам нужно будет просто немножко подождать. Если у вас котик не сгенерировался, скорее всего, у вас не установлены модели, чекпоинты. А вот здесь, опять-таки, как установить модели, где их скачать и так далее, и все есть в нашем телеграм-канале. Пожалуйста, почитайте. Отлично, автоматик у нас запущен, и теперь давайте переходить в Houdini. Чтобы скачать мои ассеты, вам необходимо перейти по ссылке в описании на GitHub, и либо с помощью гита склонировать соответствующие ассеты. Таким образом вы сможете в любой момент их обновлять. Ну или вы можете просто нажать сюда вот и скачать архив со всеми ассетами и демо-проектом. Ну давайте мы сейчас сделаем новый проект. Выбираем Assets, Install Asset Library. Откроем, и в папке HDA мы найдем нужные нам ассеты. Для начала давайте установим Top Stable Diffusion, также Image Preview, Image Process. И, в принципе, этого нам хватит для начала. Install. Stable Houdini работает в топ-нетворке, в PDG. Ну, поэтому давайте мы создадим здесь с вами топ-нетворк и зайдем внутрь. Для начала сразу же я предлагаю в Local Schedule
изменить total slots на custom slot count и поставить сюда единичку. Да, потому что поскольку мы с вами работаем с нашим локально установленным сервером, мы не можем просто распараллеливать задачи. Именно поэтому давайте все сделаем в один поток и поставим один слот. И когда мы с вами установили ассеты, у нас с вами появилась папка, которая называется Stable Diffusion, и здесь все необходимые нам штуки. Итак, первый ассет, с которого мы начнем, это SD Switch Model. SD Switch Model позволяет вам переключать чекпоинт, который сейчас установлен в автоматике. Если все в порядке, если у вас автоматик запущен, то здесь вы увидите текущую модель. Если вы ее здесь не видите, нажмите вот на эти стрелочки, и здесь вы должны увидеть текущую модель, которая у вас установлена в автоматике. Важный момент, что автоматик добавляет к названию модели название подпапки, в которой эта модель находится. Поэтому, если вы скачали, например, мой проект, и у вас другая иерархия папок, у вас, скорее всего, здесь будет какая-то ошибка. Вот, поэтому здесь просто выберите ту модель, которая у вас существует. Давайте выберем какой-нибудь другой, вот эту модель. Сейчас она у нас пока не выбралась в автоматике. Для того, чтобы ее запустить, нам необходимо запустить PDG Network, да, то есть нам необходимо приготовить эту ноду. Соответственно, если я нажму правой кнопкой и выберу Dirty and Cook this node, мы увидим, что у нас пошла загрузка модели. И, как вы видите, у нас идет ожидание, пока эта модель не загрузится. Ну и все, как вы видите, модель загрузилась, все в порядке. Теперь мы будем работать с другой моделью. Ну, давайте я выберу все-таки Dream Shaper, который мне больше нравится. И, соответственно, мы будем использовать именно его. Давайте, пока он там будет устанавливаться, я расскажу вам про другие ноды. У каждой ноды, которая есть в моем тулсете, есть галка, которая называется Use Custom URL. Это очень важная галка, которая как раз позволяет вам изменить адрес, к которому мы обращаемся, адрес вашего сервера. Во-первых, у вас здесь может быть другой порт, и, во-вторых, возможно, вы настроите его для того, чтобы у вас он где-то сидел в сети. Соответственно, если это так, то вы можете просто включить Use Custom URL и связать эти параметры у всех нод, чтобы у всех был одинаковый адрес. Следующая нода, которая нам нужна, это нода, которая называется SD Dream. Это, в общем, самая главная нода моего тулсета. Здесь у нас есть все необходимые настройки для работы с Stable Diffusion. И дополнительно, для того, чтобы нам было удобнее работать, давайте поставим в конец еще ноду, которая называется Image Preview. Эта нода позволяет делать предпросмотр файлов, которые находятся в текущем таске, в окне Composite View. Соответственно, здесь вы открываете окно Viewer Composite View, и именно в этом окне вы будете видеть наши картинки. Давайте пойдем в ноду Stable Diffusion Dream и разберемся с ее настройками быстренько. Основные настройки находятся в папке Stable Diffusion. Это те самые настройки Stable, с которыми вы должны быть знакомы, если вы работали с автоматиком. У нас есть seed. Опять-таки, да, можно поставить -1 для того, чтобы для каждой новой картинки он был абсолютно рандомный и случайный, либо какой-то конкретный seed. У нас есть разрешение, у нас есть промпты, позитивный и негативный промпт. У нас есть модель, сэмплер, KFG Scale, количество степов, Face Restoration, Tiling, все то, что у нас есть в автоматике, все это работает. Важный момент по поводу использования модели. У нас есть два варианта. Current Model, то есть та модель, которая сейчас у нас используется в автоматике, она не будет меняться. Соответственно, вот мы с вами установили какую-то модель, она и будет использоваться. Либо мы можем прямо здесь установить какую-то модель. Но важно понимать, что когда у нас эта нода будет считаться, она переключится вот на эту новую модель, если здесь она отличается от предыдущей. А потом, после того, как она просчиталась, она снова переключится обратно на предыдущую модель, что, соответственно, довольно долго, поэтому я не рекомендую так делать и предлагаю все-таки использовать SD Switch Model для того, чтобы переключать модели глобально. Итак, вот у нас здесь есть prompt, у нас есть negative prompt, у нас Generation Tab выбран Text to Image, и давайте мы сразу убедимся, что это работает прямо с Houdini. И именно для этого мы положили ноду Image Preview. Здесь мы можем нажать кнопку Cook, и у нас все ноды, которые находятся выше, приготовиться, и у нас, соответственно, появится результат. И здесь на ноде Stable Diffusion мы можем выбрать какое-то количество батчей. То есть, например, у меня карта 4090, я могу тут ставить порядка 30 картинок с разрешением 512 на 512. Ну, давайте для начала поставим 4 картинки. И это число зависит от того, какой у вас объем видеопамяти. Да, то есть, если у вас в консоли начинается ругань насчет того, что не хватает видеопамяти, то, соответственно, уменьшайте количество батчей. Давайте мы снова пересчитаем. И мы убедимся, что у нас действительно появилось 4 таска. И в каждом таске, как вы видите, у нас будет своя картинка с котиком. А здесь между этими тасками мы можем переключаться на ноде Image Preview с помощью вот этих стрелочек. Или дополнительно вы можете пойти сюда, выбрать Type Properties, пойти во вкладку Interactive, Shelf Tools. И здесь у меня есть 3 тула, Next, Prev и Save. И здесь вы можете назначить какую-то горячую клавишу. Network Pane. А для того, чтобы эти горячие клавиши работали, в данном случае у меня, например, 6 и 7 переключают таски, у нас курсор должен находиться над Network View,
И при этом у нас должно быть открыто где-то окно Image Preview. Ну, можно его даже закрепить вот так вот, чтобы было удобнее. И дополнительно здесь есть кнопка Save, она у меня забиндена на 0, которая позволяет текущую картинку сохранить вот в эту папку. Соответственно, если мне что-то здесь понравится, я могу просто нажать на Save и сохранить текущую генерацию. Давайте посмотрим, что у нас еще есть на ноде Stable Diffusion. У нас есть High-Res Fix, такой же, как в Automatic 11.11. То есть мы здесь можем выбрать, соответственно, denoising, мы можем выбрать имеющийся upscaler. То есть High-Res Fix — это что такое? Когда мы просто берем картинку, генерируем сначала в маленьком разрешении, потом апскейлим ее с помощью нейросети до большого разрешения и прогоняем через image to image для того, чтобы добавить деталей. Ну, соответственно, здесь вот мы можем увидеть, что мы в 2 раза можем ее заапскейлить таким образом и получить большее разрешение с помощью High-Res Fix. Это работает по умолчанию. Конечно, мы с вами работаем с обычными картинками, с изображениями в формате PNG, и они сохраняются у нас по вот такому вот пути. Да, то есть output file name. Здесь мы записываем базовое имя файла, при этом расширение можно не писать. Оно все равно будет PNG в конечном итоге. Соответственно, мы сохраняем все это в папку текущего проекта, generated и название текущей ноды $OS. Важный момент, что если вы используете батчи, то вам необходимо включать галку append name. В таком случае к имени файла у вас через нижнее подчеркивание добавится номер текущего батча. Ну, даже не совсем батча, это будет батч, умноженный на количество тасков. Да, то есть у каждого файла будет уникальное имя с номером. Вот, соответственно, если вы не используете батчи, допустим, у вас один батч стоит, то вы можете, в принципе, выключить append name и вместо этого сюда добавить в бэктиках собака PTG, нижнее подчеркивание, индекс, да, то есть это как раз номер текущей итерации, номер текущего таска, то есть 0, 1, 2, 3 это в данном случае будет. Но для того, чтобы все это каждый раз не писать, я предпочитаю просто использовать append name. И, соответственно, если вы используете батчи, то только append name вам и поможет. Пойдем дальше и давайте поговорим про промпты. Итак, как видите, здесь у нас мы использовали prompt source custom, то есть мы брали промпты непосредственно вот из этого окошка, то есть у нас фото кошки без какого-то негативного промпта. Но также у нас есть возможность использовать промпты, которые приходят по атрибутам из таска, который находится выше по нетворку. И для этого у нас есть нода, которая называется SD-prompt. Эта нода позволяет выбрать здесь какой-то промпт и записать его в атрибут, который называется prompt. Давайте мы сделаем такую же историю, перенесем это все сюда. И здесь выберем вместо prompt source custom, выберем upstream attribute. И, соответственно, теперь у нас есть возможность эти промпты генерировать выше по нетворку. Те же самые котики у нас генерировались, но уже с помощью промптов, добавленных в SD-prompt. Поскольку это просто атрибут, теперь мы можем делать довольно сложные штуки. То есть мы, например, можем читать эти промпты из файлов. Для этого у нас есть нода, которая называется CSV input. Давайте поставим ее первой. И что мы здесь можем выбрать? Custom file path. И давайте мы такой файл откроем. У меня вот он здесь есть, prompt CSV. Просто обычный самый текстовый файл, в котором в каждой строке у нас есть какой-то новый промпт. И здесь нам необходимо создать новый атрибут и назовем его prompt. Да, таким образом, когда мы приготовим эту ноду, мы увидим, что у нас появилось 3 новых таска. И в первом таске у нас a painting of a cat, во втором a photo of a cat и в третьем illustration of a dog. И теперь мы можем потом воткнуть нашу ноду SD-prompt и, например, написать что-нибудь типа by Greg Rutkowski. И теперь, когда мы с вами приготовим эту ноду, мы увидим, что у нас эти два промпта сложились, то есть a painting of a cat by Greg Rutkowski, a photo of a cat и illustration of a dog. Да, то есть у нас вот эти промпты и вот эти сложились. И если вы хотите изменить символ, которым они складываются, это можно сделать вот здесь. Да, то есть сейчас через запятую вы можете его убрать и заново приготовить, и тогда у нас будет просто через пробел все это дело. И, соответственно, таким образом мы можем добавить, например, негативный промпт. Давайте мы добавим neg prompt и напишем что-нибудь типа blurry. И теперь в ноде Stable Diffusion Dream мы можем убедиться, да, что вот здесь prompt attributes у нас есть атрибут с названием prompt и neg prompt. И когда мы все это вами приготовим, вот мы увидим, что у нас есть и neg prompt, и prompt, и они у нас, соответственно, будут использоваться при нашей генерации. У меня на вход пришло 3 таска, но при этом внутри Stable Diffusion Dream у меня batch size стоял 4. Таким образом, у меня получилось на выходе 12 тасков, и у каждого будет уникальная картинка. Соответственно, у нас будет 4 картинки для первого промпта, для второго, для третьего. 4 таких котика, 4 таких котика и 4 собачки.
И таким образом, используя все возможности Houdini для работы с атрибутами, мы можем довольно сложно настраивать наши промпты. Но и это еще не все. Дело в том, что поскольку мы работаем в Houdini, мы теперь имеем возможность анимировать практически любой параметр, который у нас только существует в нетворке. И самое главное, что также мы можем анимировать промпты. Допустим, я сейчас хочу с помощью анимации промптов сделать некую анимацию, где у нас какой-нибудь котик превратится в собачку. Что для этого нужно сделать? Для этого нам необходимо, во-первых, сгенерировать нужное количество тасков. Да? То есть мы выбираем Generator ноду и выберем, что мы хотим, допустим, в течение 60 фреймов это сделать. Да? То есть сейчас у нас подготовилось 60 тасков. Дальше мы кладем ноду SDPrompt. И здесь в ноде SDPrompt, помимо, собственно говоря, промпта, у нас есть такая вкладка, которая называется Custom Values. И именно в этой вкладке мы можем анимировать любой параметр, который будет потом поставлен в промпт. Смотрите, во-первых, у нас здесь есть Custom Strings. Например, мы можем здесь написать что-нибудь типа dog, cat и mouse. И здесь у нас есть подсказка, что используйте значок собаки и число для того, чтобы оно заменилось на соответствующую строку. То есть вот если мы хотим написать dog, мы пишем собака 0, то есть да, это первое значение. Если мы хотим cat записать, это собака 1, если мы хотим mouse, собака 2. Да, соответственно, таким образом мы можем внутрь нашего промпта подставлять какие-то слова, а вот эти уже слова мы можем менять выражениями, допустим, из Houdini. Но помимо этого у нас есть возможность менять, анимировать флотовый параметр. И именно так давайте сделаем вот этот вот морфинг собачки в котика. Давайте напишем промпт типа portrait painting of a cat or dog. Ну, что-нибудь там trending on ArtStation. Centered. Вот такая запись cat or dog, да, позволит нам как раз перетекать из кота в собаку. И для этого мы воспользуемся такой записью в автоматике, которая называется выделение промпта, выделение слова. Да? То есть мы можем включить какое-то слово или часть промпта в круглые скобки и через двоеточие написать вес этого слова, ну, например, там 0.5. И таким образом вес этого слова у нас уменьшится. Либо мы можем написать dog, двоеточие 1.5, и здесь у нас как раз вес этого слова увеличится. Обратите внимание, да, это числа, и это числа, которые мы можем анимировать внутри Houdini. Что для этого нужно сделать? Для этого мы можем, в принципе, использовать вот этот вот value, да, и его там каким-то образом анимировать, но я предлагаю другой способ. Я предлагаю здесь в Custom Values нажать Use Ramp. Эта штука позволяет нам использовать рампу и как угодно ее нарисовать. И эта рампа у нас будет от минимума до максимума зафичена вот на такой диапазон. То есть, например, мы можем сделать минус 1.4 и 1.4. И у нас в начале этой рампы будет минус 1.4, в конце 1.4. И на вход рампы у нас обычно подается число от 0 до единицы, и вот это число мы должны записать вот сюда вот. То есть это нормализованное время. И поскольку мы с вами работаем с тасками, а не с фреймами, например, да, то здесь нам нужно достаточно просто поделить номер текущего таска на общее количество тасков минус 1, и тогда у нас будет число от 0 до единицы. И мы с вами знаем, что номер текущего таска – это собака PDG, нижнее подчеркивание, индекс, а общее количество тасков у нас записано вот здесь, item count. Давайте правой кнопкой выберем copy параметр. Здесь напишем разделить. Правой кнопкой paste relative reference. Возьмем это в скобки и вычтем единицу. Давайте мы приготовим эту ноду. Если мы посмотрим, то вот в первом таске у нас здесь будет 0, в последнем будет 1. И здесь мы увидим, что у нас это число начинает идти от 0 до единицы. И теперь у нас здесь есть небольшая подсказка, что для того, чтобы воспользоваться этим значением, мы должны записать значок решетки, хэштег и соответствующий номер. Или мы можем записать значок решетки, восклицательный знак и соответствующий номер для того, чтобы домножить это число на минус единицу. То есть мы здесь можем написать решетка 0, а здесь мы можем написать решетка, восклицательный знак 0. Таким образом, это два параметра, которые пойдут в противофазе. Этот у нас пойдет от минус 1.4 до 1.4, а это пойдет в другую сторону. Давайте мы сейчас пересчитаем эту штуку и убедимся в этом. В начале, в первом фрейме минус 1.4, 1.4. В последнем фрейме 1.4, минус 1.4. Да, таким образом все заработало. Давайте мы добавим с вами еще одну ноду SDPrompt для негативного промпта. Да, напоминаю, это neg-prompt. Ну и здесь просто напишем, что пусть это будет blurry или типа того, out of focus.
В общем, здесь вы можете написать любой промпт. И, кстати говоря, здесь точно так же, поскольку мы работаем с автоматиком, будут работать текстуальные инверсии, будут работать лоры, будут работать гипернетворки, то есть все то, что вы используете обычно в автоматике. То есть если у вас есть какие-то эмбеддинги для негативных промптов, да, сюда вы их можете тоже вставить, точно так же, как в автоматике. И теперь давайте мы возьмем нашу ноду SDDream. Итак, text to image мы используем prompt upstream. У нас будет какой-то один сид, неважно, пусть будет 512 на 512. Давайте мы здесь выберем, что это sequence $OS. Это мы назовем dog to cat. Append name, один батч обязательно. Теперь мы можем запустить генерацию и немного подождать. И вот у нас получилась вот такая прикольная анимашка, где собака превращается в кота. И как вы понимаете, поскольку мы работаем в Houdini, мы можем анимировать вообще любой параметр. Например, мы можем заанимировать на ноде SDDream KFG Scale или количество шагов. Или, например, в image to image мы можем заанимировать denoising strengths. В общем, любой абсолютно параметр, в том числе те параметры, которые было невозможно анимировать в автоматике, теперь полностью под нашим контролем находятся, и это очень круто. Ну, единственное, опять-таки, мы анимируем не ключевыми кадрами в данном случае, да, потому что у нас нету таймлайна как такового, да, его можно вообще, в принципе, закрыть. Мы анимируем с помощью выражения, то есть нам необходимо использовать выражение вот такого рода, где PDG-индекс у нас делится на общее количество тасков, для того, чтобы получить число от 0 до единицы, и потом уже его на что-то домножать. Теперь давайте поговорим про image to image и как это работает. Смотрите, вот здесь вот мы с вами просто сгенерировали картинку, но, допустим, давайте мы поставим здесь batch 1, вот у нас с вами здесь, соответственно, есть одно изображение котика, а что, если мы хотим использовать image to image, допустим, и обработать это изображение котика в image to image? Ну, все очень просто, мы просто помещаем такую же ноду SDDream после нашей первой ноды, и здесь мы переключим Generation Type с text to image на image to image. И у нас появилась новая вкладка Images, в которой лежат все те же параметры, что и во вкладке Image to Image в Automatic 11.11. Здесь у нас есть Denoising Strengths, то есть как сильно будет меняться наша исходная картинка. У нас здесь есть источник нашей картинки, то есть мы можем взять какой-то файл готовый, да, то есть мы можем выбрать какой-то файл на диске. Опять-таки здесь мы можем использовать какое-то выражение типа собака PDG индекс, да, для того, чтобы читать в каждом новом таске новую картинку. Ну, или мы можем просто выбрать Upstream Image. Это значит, что будет использоваться картинка, которая у нас приходит вот отсюда. Вот здесь у нас с вами сгенерировалась картинка, которая перейдет сюда, в атрибуте файл, и она же будет использоваться автоматически в качестве исходной картинки для вот этой перегенерации. Ну и, допустим, давайте попробуем перегенерировать эту картинку и сделаем, что это у нас будет illustration of a cat anime style, да, что-то типа того. Мы здесь можем выбрать Upstream Image Resolution, да, для того, чтобы использовать разрешение картинки не то, которое у нас сейчас стоит, а которое у нас приходит на вход. Давайте запустим генерацию. У нас с вами сейчас перегенерируется первая картинка и сгенерируется вторая картинка. И как вы видите, вот здесь была фотография котика. Вот она. И она у нас перегенерировалась в иллюстрацию котика. Давайте посмотрим настройки Image to Image. У нас здесь есть Denoising Strengths, понятно. У нас есть возможность использовать маску для инпейнтинга. Соответственно, вы опять-таки можете выбрать, откуда вы берете эту маску. Из апстрима или кастомного файла. Вы можете инвертировать маску, да, это черно-белая картинка должна быть. Вы можете выбрать, чем у вас заполняется эта маска, да, ну, стандартные автоматические настройки. И, соответственно, маску можно немножко здесь дополнительно разбалурить. И также InPaint Full Res, да, если хотите, можете добавить паддинга. Опять-таки, это все стандартные настройки автоматика. И дополнительно у меня здесь есть возможность обратиться к скрипту, который называется Alternative Test, который позволяет обрабатывать входящую картинку для того, чтобы менять ее стиль и так далее. Опять-таки, про это у меня есть пост в Telegram-канале, про то, как им пользоваться. Очень полезная штука, если вы хотите добиться какого-то постоянства от кадра к кадру. Допустим, вы хотите обработать видео с помощью нейросети. Да, это довольно просто сделать в Houdini, потому что у нас есть нода, которая называется File Pattern. Нода File Pattern читает файлы с диска прям-таки большими секвенциями. Давайте мы здесь выберем файл. У меня вот есть уже готовая секвенция с танцующим Риком Эйсли. Я ее выбираю, и здесь вместо номера фрейма я просто поставлю звездочку. И когда сейчас я, соответственно, выберу Cook Node, я увижу, что у меня здесь есть 60 тасков, и у каждого таска есть отдельный файл, который будет использоваться. Соответственно, этот файл у меня может прямо приходить непосредственно на ноду SDDream.
Давайте мы сейчас выберем здесь image to image. Здесь мы выберем какой-то denoising strength, довольно низкий он должен быть, типа 0.15. Здесь мы можем выбрать, в принципе, upstream image resolution, да, либо какой-то конкретный resolution выбрать. Но, в принципе, у меня секвенция и так 512 на 512. И самое главное, мы должны описать, что мы хотим увидеть. Давайте мы напишем что-то типа drawing of a dancing man, anime style, fine art, flat colors, minimalistic. Здесь опять-таки мы можем добавить негатив, что-нибудь типа blurry, out of focus, такое. Но самое главное, что нам здесь нужно, это чтобы у нас был не рандомный сид, да, то есть какой-то конкретный сид, потому что если он будет рандомный, то у нас будет каждый кадр все меняться и скакать, а нам этого не нужно. Итак, image to image, давайте мы здесь выберем какой-то sequence, назовем папочку $OS, и, соответственно, у нас будет называться тоже $OS в сами файлы, и $OS это название текущей ноды, соответственно, она будет называться rig. Ну и чтобы нам не просчитывать сейчас все, давайте мы для начала положим ноду, которая называется filter by range. И здесь мы выберем filter by work item index и что-нибудь типа от 0 до 5 поставим. И когда мы ее закукаем, мы увидим здесь, соответственно, наши первые 6 тасков от 0 до 5. Так, давайте мы сразу же поставим image preview и просчитаем сейчас первые 6 кадров. Получилась вот такая вот стилизованная анимация, при этом на входе у нас с вами вот такие вот кадры. Да, то есть на входе такое немножко смазанное видео, на выходе у нас получается вот такая вот анимация. Ну и, соответственно, если мы с вами уберем здесь фильтр by range, да, и просчитаем все 60 фреймов, то мы получим более-менее адекватную, симпатичную, стилизованную анимацию. И таким образом, используя ноду FilePattern, мы можем массово обрабатывать любые секвенции. Да, и эти секвенции могут приходить у нас не только в image to image, конечно же, они могут приходить и в маску. Да, то есть у нас, когда мы используем с вами маску, мы точно так же здесь можем выбрать mask type upstream image. То есть мы можем, например, здесь image type выбрать какой-то конкретный файл, либо даже секвенцию, да, то есть здесь всегда у нас есть возможность добавить, опять-таки напоминаю, через выражение номер фрейма этой секвенции. Вот, например, маску мы можем выбирать через upstream image и таким образом делать довольно сложные анимации с inpaint на какой-то имеющейся секвенции. Тоже почему бы нет. Если вы знакомы с нейросетями, да, то вы наверняка слышали такое слово deforum. Это скрипт для анимации различных параметров, и с его помощью можно получать какие-то сложные, интересные анимации. Так вот, его главная фишка этого скрипта то, что там можно результат вашей генерации помещать в качестве начального изображения для следующего фрейма. И это мы точно так же можем реализовать и в Houdini с помощью for each loop with feedback. Да, то есть у нас в топ-нетворке есть for each loop with feedback, который позволяет как раз-таки проходить кадр за кадром и передавать картинку из конца в начало, каждый кадр. Для этого нам нужно с вами сгенерировать какую-то начальную картинку. Давайте мы положим ноду SDDream вот сюда вот. И здесь вместо того, чтобы использовать кастомный промпт, я все-таки буду использовать upstream attribute SDPrompt, потому что я буду его использовать в нескольких нодах. И у меня есть вот такой промптик, да, просто какой-то там, значит, граффити. Давайте дополнительно я еще положу одну ноду SDPrompt для негативного промпта. У меня будет neg промпт, в котором я запишу что-то типа такого. И здесь я выбираю, опять-таки, upstream attribute. Ну, давайте у нас будет 512 на 512. А здесь мы поставим какой-то начальный сид. И давайте мы это сгенерируем куда-нибудь в отдельную папку, которую назовем temp. Это у нас будет некая начальная, да, feedback init, да, то есть это начальная картинка, после которой у нас пойдет уже генерация в цикле с обратной связью. Отлично. Так, здесь можно делать append name. И, в принципе, сейчас мы можем, давайте сразу же посмотрим, сгенерируем эту картинку, посмотрим, что у нас получается. Ну, вот что-то такое, какое-то такое граффити у нас на стене. В ноде feedback loop begin мы с вами должны выбрать количество итераций, которые у нас здесь пройдет. Это, по сути, количество ваших фреймов. Ну, давайте опять сделаем 60. И теперь вот это важный момент. Copy input files for first iteration. Да, то есть мы хотим, чтобы исходный файл у нас прошел сюда только в первой итерации, а все остальные итерации он проходил из конца в начало. И, в принципе, это все. Мы теперь можем точно так же положить сюда наш SDDream внутрь. И что у нас на нем будет меняться?
Во-первых, мы хотим, чтобы seed у нас был разный. Да, то есть мы здесь можем написать, допустим, -1, и в таком случае у нас seed будет меняться каждый раз. Либо вы можете использовать переменную, которая называется loopIter, это номер текущей итерации. То есть, например, мы можем сделать 500 плюс собака loopIter. И в таком случае у нас всегда будет в первом кадре 500, потом 501, 502, 503 и так далее. Это очень полезно, когда вы работаете над анимацией, вы хотите, чтобы она повторялась, да, чтобы вы не хотите, чтобы каждый раз у вас что-то рандомное генерировалось. Дальше мы здесь точно так же для промпта выбираем upstream. И, конечно же, мы используем image to image. То есть мы хотим дорабатывать картинку, которая приходит на вход. И здесь у нас будет с вами какой-то низкий denoising strength типа 0.25. Мы опять-таки используем upstream image. И, в принципе, здесь все можно дальше оставить по умолчанию. И теперь самое главное, мы хотим эту картинку каким-то образом изменить. То есть мы ее с вами перегенерировали. И мы хотим, допустим, что сделать? Мы хотим на нее наехать немножечко. Или мы хотим немножечко повернуть. Или что-то еще подобное сделать. Для того, чтобы следующая картинка в генерации у нас немножко отличалась. И для этого у меня есть нода, которая называется Image Process. И это, по сути, обработка картинки с помощью коп-нетворка. То есть она берет картинку, которая приходит на вход, ее меняет с помощью коп-нетворка и выплевывает ее обратно на выход. Мы используем input type, temp file index. В принципе, здесь мы можем использовать loopIter. Это то, что у нас будет использоваться при сохранении файла, да, для того, чтобы файлы не переписывали друг друга. И здесь мы что можем? Мы можем, например, накинуть контраста, чтобы все следующие картинки были немножко более контрастные. Ну и на самом деле это неплохая идея, да, потому что картиночки чуть-чуть размываются при перегенерации. Опять же, мы можем немножко поднять saturation. Мы можем сделать ее чуть-чуть поярче. 1.02. Да, то есть здесь стандартные наши настройки. Hue, Shift, контраст, saturation, value. Дальше мы можем немножко увеличить картинку и поставить 1.02. Дальше здесь также мы можем зашарпить картинку чуть-чуть и поставить там 0.3, условно говоря, да, чтобы у нас каждый раз при увеличении картинки она чуть-чуть шарпилась, и таким образом добавлялись какие-то новые детали при перегенерации. И в нойзе, опять-таки, мы можем добавить нойза на картинку для того, чтобы здесь у нас появлялось что-то интересное. Но опять-таки здесь мы можем выбрать какой-нибудь аллигатор и в качестве седа опять-таки указать loopIter. Ну и давайте здесь сделаем какой-нибудь frequency побольше. Типа 80 на 80, да, для того, чтобы это работало. Нода RobFetch у нас при использовании in-process, она открывает ассет, разлочивает ассет, с которым она работает. То есть этот image process у нас будет раскрыт в процессе работы. Ну, вот так у нас Houdini работает. А в принципе это все. Да, давайте мы только здесь, кстати говоря, сделаем правильное. Вместо temp мы с вами сделаем sequence $OS. И $OS у нас будет, соответственно, feedback. И здесь, конечно же, мне нужно записать в бэктиках собака loopIter, да, для того, чтобы у меня каждый раз номер итерации подставлялся в качестве суффикса файл. И $OS тоже поставим в бэктике, да, из-за известного бага, что если у нас $OS и сразу же нижнее подчеркивание, то он начинает заменять его на слэш. И вот у нас получилась вот такая прикольная анимация. Да, здесь в конце немножко угол появился, но это, в общем, вопрос правильно выбранного седа. И таким образом, да, вы можете делать полный аналог анимации, который можно сделать в деформе, но при этом используя гудиневские возможности. И, кстати говоря, здесь же внутри этого цикла, естественно, вы можете точно так же анимировать промпты, да, только вместо PDG-индекс, который мы с вами использовали, использовать loopIter, да, как вот мы использовали здесь. У нас есть loopIter и loopSize, то есть количество общей итераций. Следующая нода, про которую я хотел рассказать, это Upscaler. И она, в общем, будет полезна не только применительно к какой-то генерации. Дело в том, что в автоматике у нас есть возможность увеличивать разрешение картинки с помощью нейросетей. И, конечно, вы можете использовать эти апскейлеры не только с теми картинками, которые вы сгенерировали, но и с какими-то секвенциями у вас на диске. То есть вы можете буквально апскейлить видео. Давайте я покажу. Ну, опять-таки, на примере, может быть, какой-нибудь обычной генерации. Вот у нас есть генерация какая-нибудь кота. Как всегда, поставим Image Preview и посмотрим на нашего кота. Да, по умолчанию у нас картинка генерируется с разрешением 512 на 512. Давайте добавим ноду, которая называется Upscale. Нода Upscale использует установки, которые есть во вкладке Extras в Automatic 11.11. Такие основные, да, то есть у нас есть возможность выбрать, откуда мы берем картинку. Да, опять-таки мы можем либо выбрать какой-то конкретный файл, либо использовать upstream файл. Мы можем выбрать Upscaler из тех, которые сейчас установлены в автоматике. Да, я рекомендую использовать ESRGAN.
и SKU нет. И сувенир тоже можно, иногда он добавляет детали к дополнительным фотографиям, но иногда портит картинку. Ну, давайте оставим sRGAN. И здесь мы можем выбрать Scale Factor, то есть во сколько раз мы увеличиваем нашу исходную картинку, и мы можем перезаписать выходной атрибут, да, то есть для того, чтобы этот апскейленный файл у нас шел вот сюда вот. И здесь мы можем выбрать, в какой сабфолдер мы положим нашу картинку. То есть по умолчанию у нас в папке, в которой лежит файл, создаться папка вот с таким названием upscaled, и туда положится увеличенный файл. Ну и давайте посмотрим, как это выглядит. Да, и вот как вы видите, у нас теперь вот здесь лежит картинка 512 на 512, а вот здесь у нас картинка 2048 на 2048. И как вы видите, он не просто у нас увеличил картинку, но он также обработал нейросетями и добавил немножко деталей. И теперь, поскольку мы с вами перезаписали выходной файл, мы можем дополнительно еще положить сюда ноду SDDream. Смотрите, в режиме Image to Image сделать какой-то низкий denoising strength. Здесь мы, естественно, используем тот же самый промпт, да, просто он по умолчанию стоит, но по-хорошему надо было их связать, либо поставить ноду SDPrompt в самом начале. И теперь, смотрите, у нас получается фактически наш собственный аналог HiResFix, да, то есть мы генерируем картинку в низком разрешении, мы ее апскейлим, и мы прогоняем ее через Image to Image для того, чтобы добавить детали. Ну и, наконец, давайте поговорим про ControlNet. ControlNet — это одна из самых крутых и интересных частей Stable Diffusion, который позволяет вам, по сути, контролировать то, что у вас получится на выходе. Вы можете контролировать позу персонажа, вы можете контролировать крупность кадра, вы можете контролировать композицию, цвет и, в общем, много всего. Если у вас ControlNet еще не установлен, то вам необходимо его будет поставить. Идете в автоматике в Extensions, Available, нажимаете кнопку Load From, и здесь ищите расширение, которое называется ControlNet. Здесь у меня уже оно установлено, да, когда вы его находите, здесь будет написано ControlNet, вы выбираете Install, после этого идете сюда вот в Installed и нажимаете на кнопку Apply and Restart UI. После того, как у вас автоматик перезагрузится, у вас появится ControlNet. Для ControlNet требуются модели. Модели не маленькие, прям скажем. В принципе, сейчас, насколько я понимаю, это работает так, что когда вы в первый раз используете какую-то модель, она у вас скачивается, но также вы, в принципе, можете скачать их самостоятельно. Смотрите, вот здесь же в папке Extensions Installed смотрите ControlNet, SDVM-UI ControlNet. Можете нажать вот сюда на ссылку на GitHub. Здесь будет описание ControlNet. И, соответственно, здесь у нас есть вот ссылочка на модели ControlNet. И это ссылка на Hugging Face. То есть здесь вы можете вот скачать эти модели. Модели весят примерно 20 гигов, если вы будете скачивать с помощью гита, да, то есть вы можете, в принципе, перейти в командной строке в нужную вам папку и написать git lfs clone и вставить туда вот этот путь до 3 main, да, то у вас как бы все автоматически скачается отсюда с этого сайта, либо вы можете вот так по одному файлику скачать, вот нажимая вот сюда на стрелочку. И, соответственно, если вы будете использовать git, то вам понадобится примерно 40 гигов для скачивания этих файлов всех. Помимо модели вот этих чекпоинтов у ControlNet есть еще так называемые препроцессоры, которые тоже будут скачиваться, но они уже гораздо меньше, там какие-то 200 мегабайт, какие-то там, может быть, 400, по-моему, до 900 мегабайт я видел. И в конечном итоге ControlNet у вас появляется во вкладках Text to Image и Image to Image. Он выглядит следующим образом. Здесь вы можете помещать какое-то свое исходное изображение, которое будет контролировать вашу генерацию. И здесь вы выбираете препроцессор из большого списка и, соответственно, модель. Для того, чтобы это нормально работало в Houdini, давайте пойдем в Settings. Выберем здесь ControlNet слева. И, во-первых, обязательно вам нужно поставить этот чекбокс Do not append detect map to output. И, во-вторых, если вы планируете использовать несколько ControlNet'ов, то вам здесь потребуется поставить нужное их количество. Например, у меня стоит 3. Следующий важный момент – это обновление. Дело в том, что у разработчиков ControlNet есть такая дурная привычка, что они в каждом обновлении что-нибудь меняют в параметрах, они могут добавить новые параметры, могут убрать старые параметры, могут изменить диапазоны каких-то параметров, и при этом, естественно, перестают работать все плагины сторонние. Вот. Поэтому, если вы столкнулись с глюками, то вы можете откатиться на предыдущую версию, написать мне, что вот в новой версии что-то не работает, я это исправлю. Я буду на GitHub стараться всегда в README писать дату той версии последней автоматика и ControlNet, на которую я обновился и с которой я проверил работу всех ассетов. И дополнительно очень важный момент, что API ControlNet не дружит с некоторыми расширениями.
Так вот, опытным путем я, например, выяснил, что он не дружит с расширением, которое называется LUL, не дружит с расширением Regional Prompter, не дружит с расширением DAAM, Prompt Travel и Two-Shot. Возможно, еще с какими-то он не дружит. Как вы это поймете? То есть, если вы во время генерации из Houdini видите, что ControlNet начинает сыпать какие-то странные ошибки в консоль, и там в этих ошибках видны прям адреса типа extensions, название вашего расширения, какой-то файл, то значит конкретно с этим расширением ControlNet не дружит, поэтому вы можете просто пойти в Automatic 11.11, в Extensions, Installed и вот этой галочкой отключить соответствующее расширение и выбрать Apply and Restart UI. Что такое препроцессор, что такое модель? Давайте быстренько я покажу. Допустим, у нас с вами есть вот такая картинка. И мы хотим использовать эту картинку и с ее помощью сгенерировать персонажа в такой же позе. Например, здесь мы можем выбрать какой-то препроцессор, например, препроцессор DEPS, который нам по этой картинке сгенерирует карту глубины. Давайте нажмем здесь Enable, выберем Allow Preview. У нас здесь появится вот такая кнопочка в виде бомбы. Нажмем на нее, и у нас во втором окошечке появится результат работы препроцессора. То есть сейчас у нас нейросеть обрабатывает эту картинку, и, как видите, она генерирует по ней карту глубины. И здесь есть самые разные препроцессоры. Самый простой Kenny, который просто генерирует line art такой, да, обводку линии. У нас здесь есть генерация нормалей, разные, опять-таки, препроцессоры. Вот есть стандартные Tangent Space, есть Midas, который генерирует больше похоже на World Space, такой немножко странноватый. У нас здесь есть OpenPose, да, который генерирует скелет персонажа. И, соответственно, по этому скелету потом мы с вами можем, уже используя модель, сгенерировать новую картинку. Да? То есть, если вы используете какой-то препроцессор OpenPose, здесь, соответственно, вы выбираете тоже OpenPose. В данном случае я выбираю версию 1.1, выбираю OpenPose. И здесь, например, мы можем сгенерировать портрет Woman Dancing, фото, Hyper, Realistic, типа того. И если мы нажмем Generate, то у нас эта поза сейчас применится к вот этой генерации. У нас вначале подгружается препроцессор, у нас вначале подгружается модель, и, как вы видите, все в порядке, да, то есть у нас вот эта поза, которая здесь есть, применилась к женщине. Ну и давайте посмотрим, как это работает в Houdini. Здесь, например, мы вот загружали Рика Эйсли, и давайте сейчас с ним мы и поработаем. Только я, наверное, возьму фильтр by range и сделаю от 0 до 0, то есть сделаю только самый первый фрейм. Так, давайте выберем Image Preview сразу же, чтобы видеть, с чем мы работаем. И вот мы работаем вот с этим фреймом. Итак, положим ноду SDDream. В ноде SDDream у нас есть вкладка, которая называется ControlNet. И здесь вы можете добавлять ControlNet. Важный момент, опять-таки, мы живем в волшебном мире open source, и все это работает криво. Я говорю именно про API ControlNet. Если вы работаете в image to image, вам обязательно вот здесь указывать ровно столько ControlNet, сколько у вас указано в установках автоматика. Да, то есть если у вас указано 3 ControlNet, и здесь вам нужно сделать 3 ControlNet, даже если вы используете только один. Если вы работаете в text to image, то можно ставить только один. Я надеюсь, что они этот баг пофиксят, но вот как бы так это пока что работает. Ну давайте мы, поскольку работаем в text to image, оставим только один ControlNet. И здесь мы выбираем Enable. И здесь мы можем точно так же выбрать препроцессор и модель. Давайте мы выберем в данном случае препроцессор OpenPose Full, для того, чтобы у нас появился скелет вместе с выражением лица и вместе с пальцами. И в качестве модели мы, соответственно, используем Ctrl-V11 OpenPose. Теперь нам здесь необходимо поставить какое-то адекватное описание. И чем подробнее, естественно, мы его сделаем, тем более когерентной будет наша картинка от кадра к кадру. И здесь, допустим, я написал вот такой промпт, что это у нас будет картина танцующего Киану Ривза, на котором надет черный костюм с галстуком и детальное лицо. И также хорошо бы у нас поставить негативный промпт. Я здесь просто поставлю стандартный негативный промпт на всякие отклонения от хорошей анатомии. Так, у нас один батч. Естественно, давайте мы здесь создадим sequence $OS. Append name можем оставить. Перед финальным выгоном хорошо будет поставить HiRexFix. И давайте сейчас попробуем на одной картинке это дело запустить и посмотреть, во что это превратится.
И, как вы видите, у нас появился таки Киану Ривз. Было вот так вот, стало вот так. Здесь, может быть, поза руки чуть-чуть у нас сдвинулась, да, потому что здесь действительно все довольно сильно размыто, и препроцессор немножко ошибся. Но, в принципе, это выглядит вполне неплохо. Да, только, наверное, по-хорошему нам надо еще описать бэкграунд, на котором у нас стоит наш герой. Для того, чтобы он не прыгал от кадра к кадру, давайте выберем prompt. Detailed face, neutral, white background. Типа того. Ага, ну это он потому, что увидел слово painting. Давайте, наверное, просто оставим dancing Keanu Reeves. Потому что он думает, что это картина, которую нужно поместить в рамку. Ну и вот у нас получилась секвенция с танцующим Киану Ривзом. И, в принципе, здесь мы можем увидеть, что даже лицо более-менее адекватно от кадра к кадру держится. Неплохо держится костюм. Обратите внимание, да, плохо держится бэкграунд. Ну, соответственно, с бэкграундом здесь нужно просто будет поиграть в настройках. Таким образом работает CTRL-NET, и напоминаю, да, что в режиме Text-to Image мы можем, в принципе, здесь ставить один CTRL-NET, но в режиме Image to Image мы можем, например, здесь поставить Image to Image для того, чтобы у нас сохранялись исходные цвета какие-то с картинки. Нам обязательно будет поставить здесь ровно столько CTRL-NET, сколько у вас стоит в настройках. Ну и давайте мы попробуем посмотреть, что это будет в режиме Image to Image. Пересчитаем одну картинку. И вот, пожалуйста, у нас с исходной картинки теперь взялись цвета. Как вы помните, вот они вот так вот выглядят. И, собственно говоря, одежда тоже у нас поменялась. Да, таким образом у вас может быть больше контроля. Да, и с помощью CTRL-NET мы можем, в принципе, неплохо обрабатывать секвенции. Естественно, у нас будет немножко плыть картинка от кадра к кадру, но это можно победить с помощью программ типа EBSynth, которые позволяют интерполировать кадры с помощью видео. И результат может получиться довольно стабильный. Ну и давайте теперь быстренько с помощью CTRL-NET организуем наш собственный маленький движок рендера. Смотрите, у меня здесь в проекте есть персонаж, самый обычный персонаж с миксама, зариганный, я его поставил в какую-то позу. И, допустим, я хочу использовать этого персонажа для того, чтобы просчитывать DepthMap в CTRL-NET и таким образом ставить в позу наших персонажей, которые генерируются. И здесь Depth-карту можно просчитывать самыми разными способами. Вы можете, например, просчитать ее в Redshift или в Mantре. Но я сделал специальный ассет, который очень быстро просто ее просчитывает. Выбираем Install Asset Library. Ассет называется HDA DepthMap. И это ассет уровня OBJ. Да, то есть здесь мы можем положить DepthMap. И у него есть совсем немного параметров. Здесь мы с вами должны выбрать камеру. Нашу камеру единственное, что не делайте Relative Path, оставьте как есть. И должны выбрать наш объект. Соответственно, объект наш — это наш character. Появилась черно-белая маска. Да, по сути, что этот ассет делает? Он просто раскрашивает точки по мере удаления от камеры. Да, то есть она проецирует plane камеры и, соответственно, раскрашивает точки точно так же, как бы этого вам сделал движок рендера. И у нас здесь есть возможность инвертировать. В принципе, так она правильно, да, если у нас в цвете кодируется расстояние от камеры. Но на самом деле для CTRL-NET нам нужна вот такая вот карта, где белым обозначены более близкие места к камере. И также у нас есть возможность с помощью Power, да, немножечко выделить какие-то места, потому что CTRL-NET на самом деле он не смотрит на какие-то абсолютные значения вашей Depth-карты. Он смотрит на самом деле просто на разницу между соседними пикселями, да, и использует их. Поэтому, чтобы ухватить побольше деталей, вы можете поиграться с Power. Ну вот типа того. Я могу теперь сохранить вот по такому пути Depth-карту. Важный момент, нужно сохранять JPEG, потому что CTRL-NET плохо дружит с альфа. Если у вас будет альфа на вашей Depth-карте, то могут появиться всякие артефакты. Поэтому просто сохраняйте в JPEG. Если я нажму рендер, то просто мгновенно у меня появится Depth-карта на диске. Значит, все это делается действительно очень быстро, благодаря тому, что это делается через ноду OpenGL. Давайте мы для начала с помощью ноды FilePattern найдем нашу предыдущую карту глубины и удалим ее, да, потому что нода RobFetch у нас не умеет, к сожалению, удалять файлы сама по себе. Давайте мы сейчас найдем. Она у нас сохраняется в RenderTemp и называется DepthJPEG. Здесь мы, соответственно, выбираем, если noMatchBehavior, все равно create workItem. Нам нужно, чтобы task создавался, даже если этого файла здесь нету. Дальше мы выбираем файл, delete файл. Выбираем, соответственно, upstream ноду.
выбираем Ignore Errors. Да, таким образом, если мы приготовим эти две ноды, то мы убедимся, что у нас на диске deps пропал. И если мы приготовим их заново, то у нас не будет никаких ошибок после этого. И теперь давайте мы просчитаем нашу deps-карту с нуля. Для этого мы положим ноду, которая называется robfetch. robfetch позволяет у нас триггерить любые rob-ноды. И, соответственно, давайте мы здесь выберем rob-ноду. Единственный важный момент, что мы должны с вами выбрать rob-ноду, которая лежит внутри вот этого моего ассета depsmap. Она лежит внутри robnet, и выбираем OpenGL. Это позволит ноде robfetch сохранить результат работы этой ноды в атрибут файла. Да, таким образом мы сможем его использовать как upstream файл. Ну, соответственно, здесь мы можем выбрать cooktype in process. Это обязательно, иначе у нас не подхватится этот файл. Таким образом, когда мы с вами приготовим эту ноду, то на диске у нас снова появится наша deps-карта. Ну, отлично. Давайте теперь ставить ноду sddream. Итак, допустим, я хочу что-то такое. Comic book illustration of a man wearing a suit, neutral, black background, типа того. И давайте также добавим стандартный негативный промпт для персонажей. Мы можем, в принципе, использовать upstream image resolution для того, чтобы у нас использовалось разрешение файла, который у нас просчитался вот здесь вот. Это наша маска. $OS, это у нас, соответственно, будет deps-based. И выбираем наш CTRL-NET. Поскольку это text-to-image, мы можем только один из них добавить. Поскольку уже с вами просчитали маску глубины, то мы здесь не выбираем препроцессор, а просто здесь поставим сразу же deps. Так, здесь можно выбрать outer fit. И, в принципе, пока можно оставить как есть. Давайте image preview поставим. И просчитаем и посмотрим, что у нас получается. И, как вы видите, вот, пожалуйста, вот у нас наш исходный кадр. Вот кадр, который у нас получился вполне себе комиксовая картинка, которую уже можно апскейлить. Здесь можно применить high-res fix на нее, для того, чтобы она была более хорезная и приятная. Ну, давайте проверим, что это работает в разных ракурсах камеры. Ну, как видите, все в порядке. Общий план. И таким образом я могу ставить персонажа в любую позу. И благодаря CTRL-NET я могу получать соответствующую иллюстрацию. И обратите внимание, да, все постоянно жалуются, что что-то с руками у нейросетей не очень хорошо все получается. Да нет, все в порядке. Если использовать CTRL-NET, то можно получать вполне неплохие руки. Вот такой тулсет. Надеюсь, что он будет вам полезен. Мне кажется, он довольно крутой. Я довольно долго над ним работал. Там дофигища сотен строк кода на питоне. И все это довольно удобно. Если у вас есть какие-то баг-репорты, фичи-реквесты, вы хотите что-то добавить, изменить, то добро пожаловать на GitHub. Там есть вкладка Issues, куда можно все это писать. Я со всем этим буду работать и буду каким-то образом дорабатывать ассеты. Ну и также дополнительно в комментариях будет ссылочка на донат, как можно меня отблагодарить за этот замечательный ассет, если он вдруг вам был полезен. Ну, в общем, и все. Если что-то осталось непонятным, или у вас есть какие-то идеи, какие-то вопросы, пишите в комментариях. Буду рад с вами пообщаться на тему нейросетей. Подписывайтесь на наш новый телеграм-канал Dreams and Robots. И увидимся в следующих уроках. Увидимся где-нибудь, когда-нибудь в этом бесконечном метаверсе. Всем пока.